Дорогие друзья, приветствую вас на канале Gloria Pictures Россия. Страны Европы включают в себя 44 государства. История и культура европейских стран богата и разнообразна. В Южной Европе расположено государство Республика Хорватия. Хорватия и Черногория входят в историческую область Далмация. Далмация – это исторический регион, который уютно растянулся на севере-западе Балканского полуострова. До нашей эры здесь жили древние иллирийские племена и кельты. У региона древняя история и впечатляющее культурное наследие. Одна из важных достопримечательностей Хорватии – старый город Дубровник. Дубровник расположен в Южной Далмации. Город стоит на обрывистом мысе над морем. Дубровник – это жемчужина Хорватии, достояние мировой архитектуры, который включен в список ЮНЕСКО. Если приехать сюда летом в разгар сезона, когда на улице стоит жара, то лучше прихватить с собой купальные принадлежности. Они вам пригодятся, чтобы искупаться в море, но об этом чуть позже. Путешествие по старому городу надо начинать с раннего утра, пока толпы туристов не нахлынули в город. Дубровник по праву входит в тройку самых красивых и посещаемых в Европе. Уличные музыканты в исторических костюмах обязательно привлекут ваше внимание. Сразу после входа в город вы увидите улицу Страдун. Это главная пешеходная артерия, которая пересекает город поперек и проходит от ворот Пеле до порта. Улица делит Дубровник почти на две равные части – северную и южную. У главного входа расположены ступени, которые ведут на стены крепости, с которых открываются потрясающие виды на Дубровник. По обе стороны главной улицы находятся различные магазинчики, кафешки. Главная улица покрыта мраморными плитами. В конце улицы стоит часовая башня Дубровника. На высоте 31 метр находится звонница, в которой бьют в колокол два бронзовых мужчины – Моро и Баро. Башня украшена чудесными солнечными часами. Также на улице можно встретить городских стражников. К полудню в городе и на площади становится многолюдно, кафе и рестораны переполнены. Старый город привлекает внимание не только туристов, но и кинематографистов. Продюсеры всемирно известного сериала «Игра престолов» выбрали старый город для натурных съемок некоторых серий. Крепость была заложена здесь в 972 году. В те времена старый город являлся островом. Узкий участок моря, разделяющий его с материком, был засыпан в XII веке, который по сей день является главной улицей города. На протяжении всего времени старый город являлся единственным центром Дубровника. Именно в его крепостных стенах была сосредоточена вся городская инфраструктура. Благодаря стенам крепости Дубровник на протяжении многих веков держал оборону и защищался от врагов. До XII века Дубровник признавал над собой власть Византии. В 1205 году город был оккупирован Венецией, которая 150 лет контролировала город. Тогда Дубровник официально назывался Рагуза. С 1358 года по 1458 год Дубровницкая республика являлась настоящим независимым государством. Старый морской порт. Отсюда отправляются прогулочные катера до острова Локрум. Путешествие займет 10-15 минут. На острове можно искупаться и отдохнуть в самые жаркие часы, а потом вернуться в город и продолжить свою экскурсию. По пути на остров вы увидите город Дубровник во всей его красе. Но городом также можно полюбоваться и с канатной дороги. Ультрасовременная канатная дорога находится недалеко от старинных городских стен. Подъем на вершину горы занимает всего 3-4 минуты. Со смотровых площадок с высоты 413 метров открываются захватывающие панорамные виды старого города. Море у побережья Дубровника кристально чистое. Здесь природа сохранила свою первозданность. В Дубровнике несколько пляжей, и все они утопают в зелени. Один из самых популярных пляжей Дубровника находится на острове Лопат. Он также называется Лопат. На пляже Лопат кристально чистое и абсолютно спокойное море. На том же полуострове Лопат есть пляж Капакабана.
с необычными пейзажами. На пляже приятная мелкая галька и вода бирюзового цвета. Также в Дубровнике есть пляжи Святий Яков, Банья, Купари, Стиковица, Бужа. Пляж Бужа находится за южной стеной старого города. Нужно обойти главный собор Дубровника с левой стороны и войти в неприметную дверь Святого Стивена, и вы окажетесь на пляже. Это самый необычный пляж Дубровника. Пляж Бужа размещается на скалах. Это романтическое и экстремальное место. В городе Дубровник можно оказаться путешествуя на круизном лайнере. Порт Дубровника – один из крупнейших в Европе по пассажирообороту. Круизные лайнеры причаливают к порту Груш в 3,5 километров от Дубровника. Небольшие люксовые суда и очень редко большие лайнеры встают на рейд напротив старого города. Пассажиров доставляют на небольших катерах прямо к стенам. Сейчас мы видим круизный лайнер площадью 40 тысяч квадратных метров. На лайнере 1500 комфортабельных кают, 13 баров, 5 ресторанов, просторные панорамные палубы, 4 бассейна и аквапарк. И много-много всего, чтобы вас заставило не покидать этот лайнер во время путешествия. На острове Локрум скалистые берега, поэтому в море можно спускаться с лестниц или нырять с невысоких скал. Пляжи оборудованы всеми удобствами. На острове есть ботанический сад, где можно прогуляться по зеленым тропам в тени деревьев. Если же вы будете с детьми, то им будет интересно увидеть ручных кроликов и павлинов. Если задержаться на острове на полдня, то вы сможете обойти весь остров, подняться к крепости Форт-Рояль. Любителям сериала «Игра престолов» можно посмотреть экспозицию, посвященную съемкам сериала, и сфотографироваться на железном троне. Остров Локрум, на который мы добрались за 15 минут. Вот так выглядят пляжи со стороны причала. Несколько природных бухточек и заливов с оборудованным входом в воду. Но с живописных скал также можно нырять в воду. Есть и галечные участки пляжа. На острове есть нудистские пляжи. Они расположены на южной стороне острова. Если вы хотите уединиться, можете найти безлюдные места. Также на острове можно посетить развалины Бенедиктского монастыря. Монахи монастыря были изгнаны войсками Наполеона с острова и прокляли его. С тех пор здесь под страхом смерти никто не остается на ночь. На острове есть ресторанчики и кафе, где можно перекусить. Итак, после пляжного отдыха на острове мы возвращаемся в старый город. Жара в городе уже спала, и можно спокойно продолжить свою экскурсию по городу. Это порт старого города, и здесь же находится крепость Святого Иоанна. Крепость являлась укреплением порта Дубровник. В течение сотен лет Дубровник подвергался нападениям вражеских кораблей и пиратов. Жители города придумали хитрый способ, чтобы защититься от недругов. При опасности звучал сигнал тревоги, и после него жители поднимали массивную железную дверь, которая шла от крепости Святого Иоанна к причалу. Корабли упирались в цепь и получали значительные повреждения. Сейчас в крепости находится морской музей, где можно узнать историю кораблестроения, мореплавания и морской торговли Дубровника. Дворец Понса был построен в начале 1500-х годов и служил общественным зданием. В разные времена здесь размещались казначейство, монетный двор, совершались торговые сделки. Дворец Понса – памятник эпохи Возрождения, который сохранился до наших дней и не пострадал от разрушительного землетрясения в 1667 году. В центре города на площади Лужа находится церковь Святого Влаха, небесного покровителя Дубровника. Церковь была построена в 1715 году. На месте этой церкви находился храм романтического стиля. Но в 1667 году произошло землетрясение. Храм был сильно разрушен, а затем в 1706 году сгорел во время сильного пожара. В 971 году на Дубровник хотели напасть коварные венецианцы. Они тайком готовили нападение. Святой Влаха явился в видении священнику церкви и поведал о планах недругов. Священник рассказал о своем видении городскому совету. Сенаторы приняли меры к отражению вражеской агрессии. После этого святой Влаха был объявлен небесным покровителем города.
Если вы окажетесь в Дубровнике в выходные, то, возможно, вы встретите хорватскую свадьбу, которая ярко веселится на центральной площади после венчания в главном соборе города. Если же вы приедете на несколько дней в Дубровник, то сможете посетить множество музеев, которые помогут познакомиться с Дубровником поближе. В Дубровнике есть необычный музей «Аптека». В мире всего 3 таких музея. Также вы можете посетить археологический музей. Обычно туристы приходят в этот музей, когда на улице солнцепек. В художественной галерее Дубровника собраны картины периода с 19 столетия до Второй мировой войны. В паре минут от старого города находится музей современного искусства. На площади Дажей находится старый фонтан Анофрио. В средние века рядом с ним находилась огромная торговая площадь. Фонтан удобный, практичный и по сей день утоляет жажду туристов и жителей города. Большой Анофрио – это первый и основной фонтан Дубровника. Он был построен за 2 года. Сегодня это не просто место для набора воды, но и памятник архитектуры. Католический собор Вознесения Пресвятой Девы Марии находится в центре старого города. Этот собор – один из самых крупных архитектурных ансамблей итальянского барокко в городе. Обязательно посетите собор внутри, чтобы увидеть бесценные произведения искусства. На главном алтаре храма расположен триптих с изображением Вознесения Девы Марии, который принадлежит кисти великого художника эпохи Возрождения Тициана. На алтаре представлены работы хорватских и итальянских художников той же эпохи. Здесь хранятся мощи покровителя города Дубровника, святого Влаха. На площади Гунделич находится статуя известного поэта Ивана Гунделича. Иван Гунделич – один из наиболее выдающихся представителей южнославянской литературы. Литературные вкусы Гунделича сформировались на античных образцах, на произведениях итальянской литературы. Поэт предостерегал своих земляков от увлечения роскошью, клеймил падение морали и пороки общества. Он считал, что это разрушает традиции свободы, которые веками формировались в Дубровнике. Здесь же, на площади Гунделича, находится старейший рынок Дубровника. Здесь торгуют свежими овощами и фруктами, а также сушеными местными деликатесами. Местная кухня – это блюда из морепродуктов, баранины и ягнятины. Вкусно поесть можно почти на каждом шагу. В Дубровнике множество кафе и ресторанов. В Дубровнике мягкий средиземноморский климат. Зимы тут влажные и теплые, а лето знойное и сухое. В году 260 солнечных дней. Дубровник – это самый дорогой город Хорватии. Самые дорогие отели находятся в историческом центре города. Летом в Дубровнике проходит фестиваль искусств, и спрос на жилье увеличивается, поэтому лучше бронировать жилье заранее. Если хотите отдохнуть за меньшие деньги, присмотритесь к району Лопат и Бабин Кук. Также можно забронировать недорогие частные апартаменты. Старый город можно обойти за день-полтора. Но когда вы приедете сюда на 1 день, вам захочется вернуться в Дубровник еще и еще раз. Как вы видите, в городе не так много туристов, но эти кадры сняты не в час пик. Приезжайте в город утром или во второй половине дня. В июле и в августе в Дубровнике проводят фестиваль. Классические концерты и театральные представления проходят на разных площадках, во двориках и на площадях. На фестивале сможете увидеть масштабные оперы и симфонические концерты, также неформальные концерты поп и джазовой музыки.